Всем привет! Машины в России оказались одними из самых дорогих в мире. Даже после укрепления курса рубля цены на новые автомобили никто снижать не спешит. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. И важная информация для автолюбителей. Лучше ехать на грязном автомобиле с чистым двигателем, чем наоборот. Профилактическая экспресс-раскоксовка «Спутник Рутек» – это увеличение ресурса, повышение надежности и экономия топлива по цене мойки автомобиля. Просто и быстро, и в любом месте. Для исправных двигателей всех типов и размеров. В данный момент цены на авто в России стали одними из самых высоких в мире. Давайте посмотрим, сколько стоят одни и те же автомобили на отечественном рынке и в других странах. Например, одна из самых популярных легковушек в России – Hyundai Solaris. Сейчас рекомендованная розничная цена составляет 1 408 000 рублей, без учета допов дилеров, которые могут варьироваться от 300 до 600 тысяч. Для сравнения, точно такой же автомобиль, только под названием Hyundai Accent, в США стоит 16 600 долларов. То есть по сегодняшнему курсу 57 рублей за доллар. Это примерно 947 тысяч рублей. В Поднебесной этот автомобиль продается под названием Verna и стоит минимум 633 тысячи рублей. Разница с нашими ценами в 2 раза. Еще один пример. Hyundai Creta в базовой комплектации недавно переоценили на 1 859 тысяч рублей, плюс допы от дилеров на сумму от 200 до 600 тысяч. А в Индии аналогичный автомобиль стоит всего 920 тысяч рублей, то есть как минимум в 2 раза дешевле. Идем дальше. Renault Duster, который в Европе продается под названием Dacia Duster. И стоит он там от 15 тысяч евро, что в пересчете по актуальному курсу составляет 900 тысяч рублей. В то же время официальный российский прайс-лист на модель начинается с 1 600 тысяч рублей. То есть Duster российской сборки выходит почти в 2 раза дороже европейского аналога. И не забудьте приплюсовать еще 300-400 тысяч допов от дилеров в России. Еще один пример – базовый Toyota RAV4. Согласно рекомендованной цене производителя, стоит от 2 670 тысяч рублей. При этом в самой Японии самый простой RAV4 обойдется в 1 400 тысяч рублей. В итоге, если учитывать допы от дилера примерно на 1 миллион, которые прилагаются к этой модели в России, то окажется, что у нас RAV4 стоит в 2,5 раза дороже, чем в Японии. Китайский Haval Jolion в России стоит от 2 200 тысяч рублей по РРЦ, а в Китае за него просят менее 1 миллиона рублей. То есть Jolion российской сборки обходится в 2 с лишним раза дороже, чем в Китае. Важно еще учитывать, что все перечисленные модели продаются у нас с дополнительной наценкой на усмотрение дилера, которая никем не регламентируется. Ну и обещанная шутка юмора. Тетя Клава, можно я оставлю у тебя свои игрушки на время? А что случилось, Вовочка? Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Когда цены у нас станут адекватными? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, жизнь прекрасна, несмотря на временные трудности.